гулять. Пойдем. Гулять. Ты не выходила уже сколько дней. Быстрее. Надо гулять, куртку одевай. Давай. Ну что ж ты так... Всем доброго времени суток. У меня утро нового дня. Я вас всех приветствую в этом новом дне. Приглашаю ко мне на канал провести этот день со мной. И желаю вам всего-всего самого лучшего, чтобы в этот день не постигли вас горести и печали. И все у вас получалось в ваших задумках. Еще раз приглашаю ко мне. Суток, как всегда, утро. Значит, встаю, вот видите, девочки, свой хлеб. Ну, наверное, все так, да. Ну вот, вы куда деваете остатки хлеба? Я либо на сухарики, либо сейчас вот гренки буду делать. Потому что что-то хлеб что-то плохо стал естся. Вот. У нас тоже холодно. Как всегда, готовлю завтрак. Ну, завтрак вот сейчас сделаю. Вот. Сегодня опять мне с самого утра надо срочно работать, сшить до понедельника чехлы в школу уже отнести. Девчата, вчера рассказывала, что, ну, показывала, что все, костюмчики готовы. Сегодня будем отправлять в Алмату. Ой, так, не хочу вот так вот, чтобы было видно. Вот. Ну и дочь вчера заказчица отправила, уже там видео небольшое сняла, как она примеряет ее костюмчик. Ой, тут уже она в восторге пишет. Ой, а можно подружки тоже закажут такое-то, тоже костюмчик. Представляете, я в Актау, а не в Алмате. Вот. Ну, тут же уже пишет, ой, моя сестра хочет такой же. Присылают все свои параметры сестры, даже размер там ноги от талии до пола, рука в согнутом, все обхват груди, обхват талии, обхват бедер. И уже как вот сейчас, да, по интернету нашли, тут же заказали, тут же оплатили, все, уже посылка в пути. В общем, опять мне идет заказ с Алматы шить точно такой же теплый костюм. Вот. Ну, дней за 5, наверное, с Валбериса придет ткань. Ткань красивая, такая серенькая. Вот. А я, девчата, вот не поверите, правду говорят, такую пословицу. Сапожник без сапог. Это я. Я и шью, и вяжу, но, к сожалению, практически у самой ничего. Ну, только да, вот домашние костюмчики шью для дома. А чтоб себе, ну, вот сапожник без сапог. Так, ладненько, сейчас я сделаю греночки. А потом я еще покупала суп в таких пакетах. Фирма готова. Мне очень понравилось. Не суп, там все. И плов. И для бабульки небольшую кастрюльку сварю супчика. Она без жидкого не может, а муж у меня как-то жидкая не очень. И еще я вот покупала, вам показывала, да, скумбрию. Я ее так вот, чтобы она не воняла в этом холодильнике, я вот ее сразу... Одна нарезанная уже была, а другую я порезала по кусочкам в этот. О, только открыла крышку, уже запах. Сегодня мы сделаем рыбный день. В Советском Союзе был четверг, да, рыбный день, а у нас будет сегодня суббота. Не знаю, девочки, ну, конечно, позже, вот это, как у меня рубрика «Субботние болталки» от тети Наталки выйдет, конечно, позже. Опять барахлит этот... С самого раннего утра никак у меня не загружается интернет. Ну все, с вами поздоровалась. Теперь день новый. В общем, что будет происходить в этот день, я вас приглашаю, вам покажу, что в этот день будет происходить. Что-то интересненькое, может быть, для вас. Кстати, там у меня кое-какие советики я припасла, я тоже вам расскажу, покажу. Вот про такой я говорю. Вот тут написано суп-пюре из чечевицы. Фирма готова. Высыпал, сварил и все. Вот тут всякие специи уже. Вот. Сейчас маленькую бедрышко сварю для
мясное. И вот это. И жиденькое будет кушать. Бабуле надо. Вот это буду готовить. Девчата, я показала вам в пакетике суп-пюре чечевичный. Ну, я, правда, баночку тушенки. Вот, не знаю, видно, нет. Что-то вот, да, вот так вот. Баночку тушенки бросила. Тут уже все специи. И, в общем, сейчас до состояния пюре он сварится. И жиденький. И, пожалуйста, полезный, и вкусный, и быстрый супчик. Говорила я вам, да, что еще надо чехлы на стульчике шить в школу. Ну вот первый сшила. Вот знаете, что сложность, девчата? Немножко, а то я не могу, так я хочу в лицо смотреть. Вернее, а так темно. Вот так вот, наверное. Отсвечивает все. Сейчас, секундочку. Ой, вот так вот вроде бы. Ничего. Ой, вот так, девочки, ну устала. В общем, чехлы. Я извиняюсь за свой внешний вид. Села работать и прям даже не привела себя в порядок. Ну, сказала, да, все, костюмы сшила, все, они у меня как по маслу шли. А тут еще в школу ж чехлы вот надо шить было. Стулья разномастные, один такой, другой такой. И вот, понимаете, вот первый не образца, ничего, вот придумываю, кумекай сама в голове, как, чего. В общем, первый как-то пошила, да, тоже вот сюда поролончик, вот как бы вот так, да, и завязывать. А там стулья, получилось, ножки чуть дальше, то есть вот на завязках не идет такой, то есть как бы вот так одеваешь, но не то, вот. И значит, я теперь придумала, что вот тут вот такие резинки, вот так на стульчик вот этот одевается на сидушку, не сидушку, а на спиночку, да, вот так. И за спинки вот так резинка будет держать, вот это, вот. И здесь за сидушку, то есть вот так одевает, вот так, вот. И саму спинку, чтобы не съезжал, на резинке, вот так. И поролончик пришила. Ну, не знаю, теперь вот в понедельник опять поеду померю. Ну, все, вот понимаете, я как бы ориентируюсь на самый большой, потому что если на большой налезет, то на поменьше. Они убитые стулья, вот. И где штыри торчат, где самодельные там винты вот эти, или как там гайки. Я не знаю, как это. Я говорю, мне легче еще 2 костюма сшить, чем вот это выдумывать. Ну, вот такой вот, как бы вот, когда раз натянется, раз и сидушка, видите, будет. И здесь вот оденется, чтоб не торчало. Ну, вот померяем, что думаю. Ой, уже думаю. Ну, то, что как бы много штук, 28 штук надо. Хоть, ну, как, какая-то копейка. А если по мелочи 1-2 чехла, я бы даже браться не взяла. В принципе, оно быстро шьется, недолго. Ну, морока, вырезать этот поролон. Там еще. А здесь вообще первый раз думала, сидела с этими завязками, мудрила, думала, ну как, вот так. Я говорю, мне легче, выкройка есть, я раз села все, чем вот придумывать. Ну, немножко передохну. Ой, страшно. Извините. Ой, за внешний вид еще раз. Вот готовлю душевую для мамы. Видите, поставила стульчик. Сейчас буду ее купать. Вот поставила сюда обогреватель. Ой, ванна холодная, батареи, трубы. Вчера еще отключили. Везде отопление, девочки, у нас мороз ударил. Ой, хорошо, я ей там вот эту батарейку в ее закуточке нагрела. Это что-то. Вот сейчас буду купать. Сейчас нагреется ванная комната. Приготовила ей ночнушечку, трусики. Ну, в общем, полотенчик вот ей повесила. Сейчас буду купать, прям закутывать ее, как ребенка. Ой, у нас все как через одно место. И допоздна сварка стояла, не знаю, порыв что ли где-то какой.
В общем, сейчас нагреется. Ну, Будем пока купаться. бабульку купалась сегодня, муж уже сходил в магазин. Девчата, помните, когда ко мне приходили гости, я пекла такой типа манника пирог, да? Настолько он вкусный получился, так всем понравилось, что прям практически толком мы не попробовали. Ну вот сейчас хочу испечь еще чисто вот для себя, прям чтобы, как говорится, отвести душу. Пока я купала бабулю, муж быстренько сходил в магазин. Сейчас еще пошел банан там, купит манку. Вот. И купил 2 банки сгущенки. Там для крема нужна банка сгущенка. Он все берет в двойном экземпляре. Про запас. Ну, в принципе, это правильно. Пускай, как говорится, есть не просит. И постоянно он на нашу полочку, где он то тушеночку подкупает. Вот премиум, хорошая говядина, но подскочила цена, девчата, вообще. Вот. Когда-то мы за 400 тенге брали, а сейчас она уже 900 с чем-то тенге. Ну и мы вот так покупаем потихонечку всякие консервы и туда, на полочку. Пускай запас. Потом он мне купил, всегда забываю, ну, пергамент, бумага для выпекания в листах. Он купил такой. Пошел в магазин, значит, включает видеосвязь. Я говорю, включай, и показывай. Включил, и ходит, люди там смотрят на него. Вот. Фольгу тоже нужна в хозяйстве. Вот кинулся что-то, выпечку или что-то. Вот ряженку вот такую взял. Я ему сказала пачку, 2 взял. Бабуля любит у нас биоцы, вот такой кефир. Ну и сметану, вот это актюбинскую натуральную купил, прям густая сметана. Она потом в масло превращается. Все, пока сейчас он это принесет мне, испеку. В принципе, этот манник печется быстро. Вот муж уже пришел, поэтому я испеку сегодня. Немножко, пока у меня там печется в духовке. Ой, извиняюсь. Ой, только что бабулю накупала. Поменяла ей постель, как всегда. Но, знаете, по воскресеньям. Я-то снимаю сейчас воскресенье, а вы будете чуть позже смотреть. Но я вам воскресный день снимаю. И я говорю, рассказывала, когда пришли гости, как налетели. Ой, еще кусочек еще сделайте. И, в принципе, так особо мы не попробовали. Вот, а теперь я ж занята была, вот это костюмами шила, не до этого. А сейчас немножечко разгрузилась, вот 2 чехла сшила, как образцы. Вот завтра в понедельник еще раз поеду в школу. Вот, где он у меня? А, нет, я уже его убрала. Вот, поеду примерю, все будет четко, тогда я уже как конвейер пошла. В принципе, они быстро шьются, что там выкроил поролон и это. Ну, где-то минут полчаса и 1 готов. Вот. И немножко я разгрузилась. Пока выходной, муж пошел к морю прогуливаться. И там, вы знаете, есть, понаставили у нас качалки, все такое на улице. Вот он там качается. Он вообще у меня такой спортивный парень. Вот. И что я хочу сказать... В общем, делаю я сейчас опять это. Я не показываю, как делать, потому что уже есть рецепт полностью от и до, как я его делала, я вам показывала. Вот. Передохнуть села, уже крем практически сделала, корж этот печется, а я присела немножко показать, что я делала в промежутках. Девочки, вот я на просторах интернета, говорю, нашла такой мастер-класс, как вот такие коврики, вот смотрите, в ванну, они разные, такие перфорированные, с дырочками, видите, да? Вот. И вот такой мастер-класс, как прям настоящий ковер прям получается. Но я, естественно, чтобы попробовать, кусочек маленький вырезала, квадратик, думаю, попробую. Смотрите, девчата, ковер, вот здесь, это крючком. Где-то до 2 я вот, чтобы в эти дырочки входили, в этот... крючочек, ну, до 2, потому что не пролезет. А еще потом, когда будет двойная, это туго будет проходить. Боже мой, вот прям настоящий ковер. Это вот любые нитки можно брать. Ну, внучка увидела. О, бабуля, это в домик для куклы будет ковер, настоящий ковер.
Ну, смотрите, и сидушку, и ванную, и на табуреточке, и в машину под попу. Вот. И стираться будет хорошо. Вот видите, где соединение цветов, оно двойное. Видите, идет как бы коричневое. Вот видно, да? Немножко руку набить, и очень хорошо. Ну, вот я на этом набивала руку. Вот, поэтому я не знаю, конечно, представляете, я хочу в ванну или куда. Представляете, какой большой кусок. Это я буду, я не знаю, целый год или сколько его буду делать. А тут мне пришла такая идея. А что, если вот такими квадратиками разными это и между собой потом соединить? Вроде так побыстрее будет. Ну, в общем, вот я сделала толщина такая, прям вот смотрите, прям видите. Это я воздушные петли. А с одной дырочки на другую. Там, и знаете, что хорошо? Любой толщины пряжа. Ой, девочки, сейчас пойду посмотрю, что там с моим коржом, а то сейчас заболтаюсь и сгорит. Ой, ну да, девчат, вот смотрите, коржик один испекла, сейчас немножко будет остывать. Вот я делаю крем, значит, еще решила поэкспериментировать. Творог у меня был, положила еще творог, сметана, масло, сгущенкой. Сейчас все хорошо собью. Вот, в прошлый раз у меня жидковато было, а потом в холодильник поставила, масло начало загустевать и нормально. Сейчас я его собью хорошо, в холодильничек поставлю. Пока остынет корж, я его разрежу на 4 части. Видите, в этот раз у меня поднялся, потому что я все-таки сделала двойную порцию. Вот, и тогда уже это, и сейчас немножечко еще бабулечка, вон она, ну-ка, где она там, видите, после баньки отдыхает, видно ее, переодела, поменяла, все накупала, вот, поэтому сейчас немножечко с вами поговорю, расскажу, какие новости, и займусь опять. В общем, вот он должен. Видите, бананчики просвечивают, бананчики. Вот. Так вот, девчата, я думала, может быть, действительно вот так вот между собой соединить. Например, это горизонтальные, да, полосы, а эти вертикальные, второй этот. И так в шахматном порядке сделать эти квадратики, между собой соединить. Толщина, ну вот как вам показать, вот даже толщина, представьте. Вот такой толстый. Сейчас я вот смотрите, тоненький какой этот идет, да? Как же показать? Ну, вот так вот. Вот, да, прям держу тонюсенькое. И вот. Ну, в общем, на ощупь оно и пылесосится хорошо. Вот. Поэтому, ну, не знаю, может быть, или в интернете полазите, посмотрите. Я вот не помню, я увидела и положила, думаю, когда-то я попробую. А знаете, сразу же, если себе не закинул в эти, как сказать, понравившиеся, и все, потом ищи. Вот. А еще я в промежуток вот передыхала, я же вам говорила, передыхала, ну и слово, когда долго сидишь за машинкой, девочки, ну просто кол. Я вот ложусь спать, встаю, у меня поясница так болит. А что вот вязание, с одной стороны, сидишь без движений, но в пошиве надо тут же что-то отстрочил, встаешь, идешь, делаешь ВТО, влажно-тепловую обработку и так далее. То есть двигаешься, что-то там взял, что-то. Но у меня, видите, как хорошо, я вот даже, ну я уже показывала, я покажу. Вот я, например, да, девочки, вот я сижу тут шью, да, вот. Мне что-то надо поднять, я подняла руку, сидя. У меня все на расстоянии, надо мне какие-то шпульки взять. Вот я сейчас не вижу, что я снимаю. То есть вот он машинка, вот все рабочее место. Надо, я тут же на стуле повернулась на этот оверлок. Тут же, ну, промышленная машинка, я сейчас пока не шью. Не хватает вот этой машины. То есть надо сюда повернуть, я сюда повернула. Надо сюда крутящийся стульчик, вот. И поэтому, девчата, очень болит спина, очень глаза. Но я повторюсь, я вот в предыдущем ролике такие пела дифирамбы. А это лампа. Ну это действительно. Раз чувствуешь уже свет, знаете, чуть-чуть тусклее. И это
Раз подзарядил и опять. Ну, красота. Вот когда я вяжу, я показывала, да, видите, лампочку. Села в кресло. Да, это, конечно, у нас когда-то это был такое полностью угловое гарнитура. Одно вот это кресло осталось. Вот. Пока как бы нет такой возможности, чтобы новую какую-то мебель, да, приобрести. Да и потом, знаете, я мечтаю, что у меня будет отдельно прям либо помещение, либо комната, или как-то. То есть, что вот здесь не спали ничего, я вот это творческий беспорядок, работала, бросила, закрыла дверь и пошла. То есть как мастерская. Вот, поэтому... И вот легла, встала, не могу, прям все болит, не знаю, по-моему, уже где-то рассказала я, что только показала дочь, уже все, сейчас завтра понедельник, мы отправим заказ заказчице. Она все показала, видео, вот, где она там примеряет ее костюмчик. Ой, все, пожалуйста, пожалуйста, сестре уже прислала все мерки. Уже и заказали, вот так уже на Валбересе заказали и ткани, и все-все. Уже идет этот заказ. Поэтому я сейчас чуть-чуть только передохну. Как-то вот слово мне передохну. Чуть-чуть отдохну и опять за работу. Ну, хочу сказать, знаете, девочки, ну вот этот год только. А вот ближе к Новому году, конечно же, я согласна, это заработок, но всех денег не заработаешь. Потом январь, потом как бы у всех, да, такой простойный, отдыхаю. Но перед Новым годом было вообще просто завал. Но я тогда была свободна, мама сама себя могла, как сказать, обслуживать. Она жила напротив в соседнем доме. Ну, то есть я свободна. Но тут я вот тот год уже забрала маму к себе. Ну все, ну какой мне заказ? Я боюсь подвести людей. Ну мало ли вот так вот, не дай бог, что-то приболело. Ну когда мне шить? То в больницу, то еще что-то, да? Вот, я стала отказывать людям. Вот кто-то понимающий, да, ну ладно, ладно. Я говорю, как только, если я смогу, я буду шить. Вот. А были такие непонимающие, с такими обидами, знаете, что я просто не хочу. Одна вообще мне там выговаривала, ну, по-любому, ну да, соглашусь, она заказывала много, ну как много, постоянно, регулярно заказывала все. А тут, когда у меня как раз еще мама в том году, в октябре, сломала же руку, естественно, она вообще не транспортабельная, я все, ну куда мне шить, когда? И вот мне звонит клиентка. Ой, я хочу то. Она не спрашивает, как у меня дела, как, ой, здравствуйте, ой, я хотела вам, то есть она меня, знаете, как, так она меня, не, как сказать, слово-то, ну, она мне работу, она мне дает как бы с барского плеча, типа, чтобы меня от голодной смерти спасти. Вот я вам работу, у вас, у меня для вас работа, вот. Не спрося, могу, что вот мне надо шить то все, а я потом говорю, ой, вы знаете, я не буду называть ни имен, ничего, я сейчас не беру на заказ. А почему вот так? Я говорю, вот такая ситуация. Как жаль. Это октябрь. И ближе к Новому году опять звонит. Вот. Ну что вы мне к Новому году пошьете мне то-то, то? Я говорю, нет, я не буду брать. Ну, пожалуйста, ну что? Я говорю, ну как, пожалуйста? Ну, вы понимаете, я не это. И это потом она видит, что я ни в какую. Ну, зачем я буду вот нервничать, психовать, да, что у меня не получается, не дай бог что-то. И она, ой, ладно, вы так себе цену набиваете, как будто вы тут одна портниха на весь город. Найду я себе, не переживайте, найду я себе, кто мне будет шить. А вам всего доброго.
вот таким этим. Думаю, боже мой, неужели ты не человек? Неужели у тебя мамы нету или что? Ну, мне, конечно, неприятно было. С другой стороны, думаю, ну, избавилась. Типа, она меня так озолотила, она меня столько заказов мне делала. Вот она единственная. Поэтому. И я говорю, ну, этот год, да, ну, что особо шить людям? Никуда никакие там ни торжества, ни всякие эти, ну, особо так заказов нет. Да и я и не стремилась брать. У меня есть кому пошить. И дочери, и внучка, и муж, и так далее. Так, показывает мне, что сейчас у меня закончится память. Ладненько. Один вот с какао испекла. Второй решила, кинулась, а какао-то нема. Вот, ну, чисто беленький сделаю. А крем поставила в холодильник. Что-то девчата, бабуля моя говорит, знобит ее. Вот включила это. Бабуля, не знобит тебя больше? Не знобит тебя больше? Нет уже. Вот это, видишь, батарейку я включила тебе. Но это, видишь, ты после баньки. Прикройся. Да, холодно, видишь, как. Лежит. Чаек попила? Да. Булочку. Вот с булочкой чаек. А йогурт что не ела? Вон йогурт. Будешь йогурт? Ложечку, да. Ты поспишь или йогурт будешь кушать? Ложечку, да. Ложечку сейчас дам. Вот, видите, батарею поставила. Все-таки холодно, да. Ну вот как морозы начинаются. А я еще говорила, вчера у нас или порыв, или что-то был. Ну ладно, лежи, я тебе сейчас ложечку дам. Все, вот включила духовку. Вот видите, я вам говорила, я обязательно под дно ставлю сковороду с водой, чтобы не пригорало. Будет 2 тортика. Этот торт я уже молочком вот пропитала. Там, ой, почему? Ну, он такой прям мягкий стал, вот видите. Так, ну все. Сейчас дам ложечку. Забыла вам показать. Вот один с какао сделала. Вот стоит, пропитывается. Я в крем добавила еще творог, оставался. А на второй кинулась. Что-то я думала, что у меня много какао. А оказалось, какао-то нет. Но второй вот такой. Внутри тоже банан. Все, пропитывается. Как показать? Наверное, многие знают. Вот. Но вот эти, видите, этот, ну, от 5-литровой баклажки ручка, да? Вот. Смотрите, ну вот эти, правда, надо будет обрезать. Вот внутри, видите, вот эти вот. Ну, чтобы не зацепляло. Вот так вот. Или загнуть, или обрезать. Вот так. И смотрите, пакет режут руку, да? Вот так вот. Просовываем. Вот так одели. И, пожалуйста, несем. Ничего не режет, для пальчиков несем. Это. Даже несколько пакетов на один навесили. И, пожалуйста. Я вот это не выбрасываю. В сумочку положите, и всегда будет. И руки не будет резать. Вот. А еще даже можно, если уж прям так чуть-чуть поролончиком обшить тряпочкой, и мягенько будет. Ну, это уж так. И так нормально. И идешь, пожалуйста, посмотрите. Несколько пакетов навесил. Костюмы отправляются к своим хозяйкам в Алмату. Сейчас упаковала, дочь завтра отправит через... Отправляю свои костюмчики через курьерскую службу. Вот 2 укола осталось, бабули прокалываю тоже. Витамин В12, цианокобаламин. Вот как раз все по 2 шприца, 2 салфеточки спиртовых. Ну, вроде как будто как меньше стал сыпаться волос. Вот. Но мы же ее коротенько постригли. Пускай не мешает. Ну, все равно проколю. Вот осталось 2 укола. Сейчас я ей сделаю. Вот, сначала она возмущалась. Ой, я уколов боюсь. А уже делаю первый. Ну, что ты, все. Я говорю, да я тебе уже сделала все. Даже не почувствовала. Все, сейчас, в общем, сейчас сделаю укольчики. Сама уже говорит, ну, что ты мне сегодня укол-то будешь делать? Я говорю, ну, конечно. А сейчас смотрит лучше всех. Вот все, что она из телевизора понимает,
Это поле чудес в пятницу ждет, и воскресенье лучше всех. Все, больше ничего не смотрит. Муж любезно чистит мое рабочее место. Ну, тут, конечно, сила нужна мужская тереть. Да? Видишь? Конечно, это у нас когда-то был такой уголок, угловой диван, все это. Ну, а кресло осталось. И оно просто не прошло в проем, когда выносили. Ну, так и стоит. А вот смотри, вот здесь потертые. Можно вот эти же деревяшки как-то чем-то, морилкой или чем-то? Можно. Можно? Да. Вот. Вот, видишь, штангочка твоя тут у меня под столом стоит. Почему-то качается. Вот, видишь, чистила. Да, я сижу, но я бы так не почистила, конечно. С такой силой он прет. Мокренько. Сколько оно посохнет? Знаешь, мокрое. Часа 3-4. Но сидушечку-то, я смотрю, уже поставил к батарейке, да. Ну-ка. Ну, здесь уже, да, она суховато, надо перевернуть. Не надо переворачивать. Не надо? Нет. Ну ладно. Все. Это мое рабочее место. Я сижу всегда в этом кресле. Вот. Хотя вот я вязала в прошлом году и на диван, и на кресла такие из кавказской пряжи пледы. Но мы отнесли туда на квартиру, и как-то идти забирать оттуда неудобно. Вот. А так я стелила прошлый год. Акулис запретил играть в компьютер, в телефон, телевизор смотреть. Мы вот собираем с ней пазл. Ей удобно именно так. Какая картинка у нас вкусная. Да? Это буквально мы вчера собрали с ней. Мы любители собирать пазлы. Мы прям в какую-то нирвану уходим с ней. Да? Уже как выглядит камин. Уже на пол укладываю кирпичики. В жертву уже принесла палец, обожгла. Больно. Ноги гудят, но я не отступаю. Помощник рядом. Носочки в деле всегда. Да, еще вырезать и вырезать эти кирпичики. Еще вот эту стенку по бокам и пол. В общем, самое тяжелое на неделе, как я делаю свой камин. Я только что закончила вырезать кирпичики. У меня ровно неделя ушла на то, чтобы вырезать и выложить эти кирпичи. Я не знаю, сколько здесь сотен их, но я их вырезала все одна. Осталось сейчас вот эту штучку наклеить, как вот здесь. Буду шпаклевать и красить. Но это, скорее всего, завтра будет. Только что закончила. Немножко его подкоптила. Вот собака дровами интересуется. Подруга мне напилила сучков на даче. Вот видите, здесь дымок был. 8 дней работы. Можно, конечно, посильнее его подкоптить. Еще здесь распечатаем в типографии пламя. Подсветочка и все. Камин готов. У меня к ночи начинается какая-то активность. Я понять не могу. Именно ночью я могу творить. Но ночью и спать-то надо. И что я сделала? Вот это сантехническая гофра. Та-дам! Будет рождественский венок. Нашла мишуру, которая мне досталась с елкой. Буду делать. На Это, такой наверное, уже нотке, под треск камина, я хочу с вами со всеми попрощаться в сегодняшнем дне. И завтра я вас жду всех ко мне в гости опять на мой канал.
Мой канал – это мой дом. Поэтому я с чистым сердцем распахиваю для вас двери своего дома и жду вас всех. Огромнейшее вам спасибо всем, кто подписался, кто пишет комментарии. И даже если кто-то рекомендует мой канал, отдельное, огромнейшее спасибо. Заходите ко мне в гости, приводите друзей ко мне в гости, будем вместе и готовить, и чай будем вместе пить, и болтать вместе будем. У меня очень много задумок на канал, очень много всего разнообразного. Я думаю, что вам будет очень интересно на моем канале. Всего вам всем доброго. Если у кого-то уже ночь, под треск камина, всем спокойной ночи. До новых встреч!